Приветствую зрителей и подписчиков моего канала. Как знают мои подписчики, недавно, 2,5 месяца, это в конце февраля, я приобрел кассетную деку Pioneer сети 3 семерки. И вот решил сегодня познакомить вас с новым еще моим приобретением. Дабы расширить свою фонотеку, приобрел сегодня вот чертову дюжину кассет. Здесь ровно 13 штук, причем большинство из них, за исключением, по-моему, пару штук, произведены именно для японского рынка. В период времени от 1973 по 1998 год. Буду вас потихонечку знакомить с сериями моделей, но начну именно с более молодых кассет и постепенно вот возвращаясь к более старым, 1973 году. Построю видео следующим образом. Сначала посмотрим внешний вид кассет, их оформление, затем прослушаем, какие тут записи. Все кассеты с записями. Далее попробую уже на магнитофоне их откалибровать и сделать какую-то пробную запись. Итак, погнали. Начну с этой кассеты. Да, я немножко ошибся. 99 год. Вот Sony HF-90. Выпущена для японского рынка, судя по иероглифам. Упаковочка вот такая, немножко слим такая тонкая. И несколько оригинально открываются эти коробки. Классические они открываются вот по эту часть. Здесь же открывается вся часть. Демонстрирую. И кассета как бы готова вывалиться, но мешают вот такие вот наплывы тут по бокам, которые ее удерживают и не позволяют ее выпасть. То есть она все равно поднимается кверху. Судя так по этому вкладышу, тут такой вот соответствующий контент классической музыки. Сама кассета выглядит вот так, слегка тонированная, темная. Весь принт нанесен уже на пластик. Здесь сторона А дублируется еще здесь на корпусе вот таким тиснением. Пленка оригинальная, Sony. Судя по началу вот этого раккорда зеленого или салатового. Далее он прозрачный. Пленка местами вот так подмята. В принципе, это, наверное, по началу, да. Вот есть такие замятия. Кассета первого типа. Вот эти заглушки, флажки все на месте. Ну, имеется соответствующий серийный номер. Вкладыш вот такой простенький. Наклейки никакие не присутствуют. Вот такая вот кассета Sony HF-90 от 1999 года. Годом ранее, в 1998, была выпущена вот такая кассета TDK DJ2 DJEK 90 минут. И это уже хромовая кассета тип 2. Аналогично вскрывается упаковка. Также кассета для японского рынка. Имеется такой вот вкладыш с разворотом и наклейки. Наклейки фольгированные, серебристые присутствуют. Сам корпус кассеты такой оригинальный, то есть имеется на всю ширину вот такое окно, а здесь вот такое матовое, тонированное. И лента в принципе, лента хорошая. Данная кассета, как и предыдущая Sony HF, неразборная уже, ближе к 2000 годам стали выпускаться. Винтиков нет на углах и в центре. Также послушаем и эту кассету. Далее TDK Seeding 2, также тип 2, это уже 96 года кассета. Также для японского рынка. Коробка Slim, открывается аналогично. Так, есть наклейки, соответствующие иероглифы, значит это японский действительно рынок, ну и картинки такие. Вот, кстати, откуда мы брали вот эту информацию, что нужно обязательно вставлять сюда карандаш и крутить. Это все разъясняли японцам в картинках. Такой вырез есть, чтобы вкладыш не мешал кассете установиться туда таким вот образом. Вкладыш чистенький, вот такой вот простой, с небольшим разворотом. Этого же года Gold Star CD Gallery 1, первый тип. Но это уже наш рынок европейский. Стандартный подкассетник, слегка тонированный и немножко зашарпанный. Вкладыш также классический. Имелись какие-то надписи карандашом затертые. Кассета также прозрачная, тонированная слегка. И весь принт нанесен также на ней. Здесь только тиснение сторона А. Эта кассета уже разборная. Катушки черные, вот такими с красными блокираторами. Язычки на месте, первый тип. Серийный номер также присутствует. Что касается ленты, вот такой раккорд с 3 косыми синими полосками, типа Adidas. Лента отличная. Хотя сама кассета это недорогая. Это, по-моему, последний год, когда еще наименовался именно бренд Gold Star. Потом он стал LG. Следующая кассета Arax AX90. Это турецкий производитель, очень широко был представлен даже на белорусском рынке. Это также, да, европейская кассета, тем более это студийная тут запись. Я помню еще эту студию.
которая производила на аппаратах техник записи. И записан здесь такой Sex Pistols. 77-79 годы. Этикетка вкладыш. Ну, она сама по себе такая тонкая, лощеная. Ну, выглядела вот так радужно, с пузырями. Также корпус прозрачный, на винтах, 5 винтов. Раккорд белый, точнее молочный такой цвет, полупрозрачный. И лента отличная. Также послушаем этот Rax AX90, 96 года выпуска. Коника XR190. Есть у меня подобная коника чуть другого года изготовления. Эта коника изготовлена была в 93 году. Кстати, всю информацию я почерпнул на сайте aquabass.com. Сам подкассетник с трещинами. Также он слим такой тонкий. Очень похоже, кстати, сам корпус кассеты на то, что у меня имеется, более старый. Особо он не менялся. Даже катушки вот эти вот белые с блокираторами синенькими аналогично. Также раккорд молочный, мрачный, чем-то похож на Gold Star предыдущий. И она какая-то вот здесь не очень в хорошем состоянии. Имеются какие-то как вмятины. Но эта кассета именно для японского рынка, судя по этим стикерам. Здесь все на иероглифах. И вот такой вкладыш. Хотя вкладыш, он универсальный. Если бы не было этого стикера, можно подумать, что это было и для европейского или американского рынка. Вот такая кассета. Тип 1, серийный номер и флажки все на месте. Так, и это у нас 93 год уже. Далее кассета Victor, она же GVC, модель RZ90. Это 91 год приблизительно. Очень такая вот вся прозрачная. Имеются вот какие-то только вставки такие вот с черточками ребристыми. И принт золотистый сверху. Подкассетник классический, вот такой японский полностью открывается. Такой вот вкладыш чистый. Кстати, и сам подкассетник, коробка очень чистая. Немножко вот здесь вот зашарпанная. Здесь небольшие бубышки, которые мешают вываливаться кассете. И вот такой стикер. Также только по стикеру можно понять, что кассета для японского рынка. Один стикер уже отсутствует. Кассета 91 года, поэтому она разборная, еще винты присутствуют на корпусе. Выломанные здесь флажки и блокираторы. Серийный номер присутствует. Приближаемся к 91 году. Вот такой вот Denon, модель RS90. Также выпущена для японского рынка. Есть стикеры, все присутствуют. Также на стикере видно, что это японский рынок. И сам вкладыш для японского рынка. Здесь какие-то пояснения на их языке. Сама кассета такая желтоватого цвета, практически прозрачная. Блокираторы, флажки на месте. Первый тип, серийный номер присутствует. На корпусе также есть гравировка стороны А и стороны Б и направление движения ленты. Что касается ленты, вот такой раккорд с вертикальными синими полосками одиночными. Также молочного цвета раккорд. Лента тоже хорошая. Да, и сразу окунаемся в 86 год. Sony HF ES90. Кассета также для японского рынка. Здесь уже подкассетники были все классические. Я не буду уже немножко останавливаться на них, пока они не поменяются. Достаточно даже в отличном состоянии, как мне кажется. На нем нанесен здесь тиснение Sony. Так вот видно. Стикеры имеются полностью, все присутствуют. Вкладыш с разворотом. Универсальный. Иероглифы отсутствуют. Все на английском. HF ES90, 86 год. Сам корпус такой вот черный. Но имеется только широкое окно. Также указаны здесь номера сторон. Катушки белые с отверстиями. Вот эти вот блокираторы ленты здесь оранжевого цвета яркие. Лента. Это Sony, да. Я думаю, что это Sony зелененькая или салатовая. Первый тип, но для Sony почему-то она слишком темная. Вот такой оригинальный корпус. Не знаю, мне нравится. Кстати, корпус кассеты также разборный. И сразу минус 3 года, 83 год. Кассет Toshiba у меня вообще никогда не было. Это первая моя кассета такая. Кстати, сохранилась в довольно приличном состоянии. На корпусе подкассетника имеется тиснение Made in Japan. Но сразу видно, что это японский рынок. 83 год. Оригинально вот здесь вот есть выемка такая под палец открывать. Вкладыш из достаточно плотной бумаги, но немножко испорчен надписью.
Молочного цвета корпус, непрозрачный уже, классический на те время. Ну, первые кассеты были вот с таким овалом и с маленьким окошком. Корпус разборный, звенящий. Ракорд прозрачный полностью. Сама лента отличная. Также послушаем. Называется Toshiba C90KS. 83 год, тип 1. Флажки на месте, серийный номер присутствует. Годом ранее, 82-й, Fuji DR90. Они бывают в разных расцветках. У меня вот именно с красным. Аналогичная выемка под палец. Рифленые боковины. Вкладыш с разворотом. Японец, конечно же. И также немножко подпорчен. Кассета уже черная здесь. С тиснением таким. Здесь только есть Japan. Japan написано. Вымазан, конечно, А сторона. Б получше сторона. Кассета разборная. Белые бобинки. Похоже, где-то уже были эти вертикальные синие полоски. В принципе, лента также в отличном состоянии. Флажки на месте. Серийный номер присутствует. Тип кассеты номер 1. Железо. Так, 80-е годы закончились. И у нас кассета 76-го года. Toshiba C90T. Также первого типа. Корпус оригинальный. Ну, конечно, потертый. Здесь вот какая-то трещинка небольшая есть. Вот такие коробки были, подкассетники первых кассет. Ну и да, и корпус аналогично. Соответствует тем годам. Вкладыш в отличном состоянии. Винтики присутствуют все 5. Также, по-моему, они есть в разных цветовых оформлениях. Вот у меня с красным. Компакт-кассет Japan C90T. Флажки на месте. Лента. Ну, поначалу немножко такая подгулявшая, но не жеванная. Именно какие-то складки имеются. И, наконец, 73 год. Последняя кассета из этой чертовой дюжины. Это ТДК и DC90. Японский рынок. И здесь вот имеется тиснение такое в окошке Japan. Подкассетник в отличном состоянии. Вкладыш такой вот с разворотом, но он чисто японец. Также тут проиллюстрировано, как пользоваться карандашом и кассетой. 73 год, однако, была такая угловатая вставка. Пластиковое окошко и винты все присутствуют. Блокираторы также. Кстати, номер серийный также присутствует. Практически прозрачный ракорд. Ага, нет, есть синие вертикальные полоски. Черная лента с какими-то пузырями. Наверное, очень тонкая лента. Лента мне поначалу как-то не очень нравится здесь. Да, это в начале и присутствует, дальше лента уже получше идет. Хотя это первый тип, но лента какая-то черная. Цвет ленты именно. Ну а теперь перейдем к прослушиванию контента, который сохранился на этих кассетах. Ну и так пробуем откалибровать. Первая будет Sony HF90. Немного перемотаю. Ну, в принципе, легкий дребезг слышен. Так, что на ней записано? Классическая музыка. Обратная сторона. Обратная сторона чистая. Попробуем калибровать. В этом магнитофоне полностью автоматическая калибровка. Так, калибровка удалась. Прослушаем. Да, уровни стабильные, лента качественная. Это Sony HF90 99 года. Следующая кассета TDK DJ 2 90 минут от 1996 года. Также классическая музыка. Первый канал почему-то громче. Возможно, тут по каналам расписаны голоса. Запись, похоже, сделана с помощью микрофона из концертного зала. Так, обратная сторона. Чистая. Калибруем.
Но замечаю, что уровни также стабильно держатся. Далее ТДК Seeding 2 90 минут от 96 года. Слушаем запись. Классическая музыка, нормальная запись. Обратная сторона. Чистая. Пробуем калибровать. Также с калибровкой этой ленты все отлично. Gold Star CD Gallery 1, также этого года, 96-го. Рок-музыка, уровни нормальные. Аналогично. Калибруем. Ну, калибровка тоже на уровне. Arax AX90, также 96 год. Тоже рок. Ну это Sex Pistols. Калибруем. Неравномерная лента немного. Не очень качественная лента, возможно, уже подгулявшая, хотя вроде нормальная. Konica XR1, японский рынок, на 90 минут от 1993 года. Судя по всему, уроки английского языка. Сторона Б чистая. Калибруем. Также равномерность уровней показывает, что лента отличная. Виктор, японский рынок, RZ90 от 91 года приблизительно. Уроки японского языка. Обратная сторона чистая. Калибровка ленты. Здесь сломаны флажки, блокираторы. На этот случай у меня есть специальный кубик, который я туда закладываю. Калибровка. Уровни калибровки нестабильные, поэтому оцениваю ленту на 4. Denon RS90, также 91 год. Перемотка. Отлично. Уроки французского языка. Здесь все чисто. Калибруем. Да нет, все стабильно. Хорошая лента. Sony HF-ES, 86 год. Первый тип ленты. Японская поп-музыка. Б-сторона.
演歌歌謡曲は息の長いロングセラーのものが多い。Также японский язык. Пробуем калибровать. Ошибка калибровки. Да, эта лента в самом начале была грязная, возможно, после чистки все восстановится. Toshiba Boombeat C90KS, 83 год. Перемотка. Отличный звук, ласкает слух. На эту ленту кто-то на микрофон записывал свои уроки игры на гитаре. Следующая сторона. Чистая. Проверяем калибровку. Да, уровни немножко гуляют. Почистим головку сейчас. Далее кассета Toshiba C90T от 1976 года. Какая-то духовная музыка. Также записана из концертного зала на микрофон. Очень похоже. Обратная сторона. Обратная сторона — японский язык. Пробуем откалибровать. Эта лента также откалибровалась, хотя уровень нестабильный. Кассета ТДК ED-C90 от 1973 года. Кассета перематывается с таким же шумом, как МК-60 в свое время. Также здесь японский язык, обратная сторона. Чистая, калибруем. Калибровка отличная. Для 1973 года кассета на пятерочку. Кассета Fuji DR-90 от 1982 года. Также какая-то популярная музыка. Следующая сторона. Чисто. Калибруем. Но лента нестабильная. Также на четверочку. То есть получилось так, что тракт записи под все ленты этих кассет вполне откалибровался. Кассеты годные для записи. Ну а теперь произведу запись CD-проигрывателя одного и того же трека на все кассеты, предварительно каждую кассету откалибровав. И начну сначала с Sony HF-90. Замечу, что регулятор уровня я выставил по первой кассете, его не меняю. Входной сигнал. Лента. Входной сигнал. Лента.
Лента. Входной сигнал. Лента. Да, лента здесь подгулявшая. Sony HF ES90. Также первый тип. Ну, имеется какая-то разбежка по каналам. Большинство, наверное, кассет. Напомню, что кассеты все БУ. Лента. Вот такая кассета с хорошо подгулявшей лентой. Входной сигнал. Лента. Вот такой тест на запись, и не все кассеты данный тест прошли. После покупки кассетной деки я задался целью восстановить фонотеку моих юношеских лет. На некоторые кассеты я уже произвел запись альбомов некогда популярных исполнителей и музыкальных групп и пришел к выводу о том, что моя дека Pioneer CT3 прекрасно с этим справляется, пишет на различные ленты один к одному, как на источнике, но только в случае, если лента в хорошем состоянии. Я уже говорил ранее, что тракт записи калибруется под все тестируемые ленты. Отмечу, что при записи на кассету Gold Star CD Gallery первый тип, это хорошо будет слышно и вам, если смотреть данное видео в наушниках, левый канал записался с уровнем ниже, чем правый, и на нем вырезаны высокие частоты. Также очень плохо ложится запись на Denon RS90. Уровни воспроизведения упали до минус 15 дБ на определенных участках, которых на данной ленте очень много. Эта кассета нуждается в замене ленты.
На мой слух кажется, что лента Sony HF ES90 вырезает верхние частоты. Хотя просадки по уровню записанного сигнала в сравнении с источником я не вижу. Короче, она такая незвонкая. Удивили ленты от кассет 70-х годов на примере ТДК EDC90. На нее запись легла один в один с источником, но однако ленты в таких старых кассетах местами деформированы. Как правило, замятость имеется на краях ленты, но есть фрагменты и в середине. Заметно это было при записи на Toshiba C90T. Делаю вывод, что если хотите произвести качественную запись, используются только новые запечатанные кассеты, которых даже спустя 40-50 лет, в наши дни, когда, казалось бы, о них все забыли, они имеют хорошую цену. Кассеты, кстати, приобретал на белорусской аукционной площадке Aubuy, цены от 2,5 до 15 рублей. В общем, благодарю вас за просмотр этого видео, за потраченные более 30 минут вашего времени. Если есть интерес, подписывайтесь на обновления каналов YouTube, Рутуб и Яндекс.Дзен. И до встречи на этих площадках. Пока!